В этом выпуске мы приглашаем вас на заключительный этап нашего увлекательного путешествия по Южной Америке. Мы посетим грязевой вулкан, исследуем величественный город-крепость Картахену и отправим наш автобус в Северную Америку, в Панаму. Привет, друзья! Вот уже 4-й день мы стоим на Карибском море в окружении пальм. Здесь прекрасный кемпинг, на котором практически нет никого, кроме нас. За эти 4 дня мы привели в порядок машину, постирались, убрались, подготовились к транспортировке в Северную Америку. Мы еще точно не знаем, когда это случится. Надеемся, в течение 2-3 недель, пока мы набираемся сил, отдыхаем. Кемпинг не дешевый, стоит примерно $13. Один из самых красивых кемпингов за все время. Здесь очень много пальм, кокосов, летают пеликаны, очень много попугаев, живности всякой. Короче, наслаждаемся этой идиллией. Здесь рядом находится небольшая туристическая деревушка, куда мы тоже ездим вечером поужинать, провести время. Вот. Сегодня, наверное, мы будем отсюда уезжать уже. 4 дня прошли. Едем дальше вдоль побережья. Там еще будет несколько кемпингов, похожих на этот. Но это считается один из самых лучших. Движемся по направлению к Картахене. Там у нас порт, откуда будем отправляться. Вот так мы здесь стоим. У нас здесь свои души, туалеты с видом на Карибское море. Очень красиво, спокойные ночи. Оля сказала, что она уезжать не хочет. Хочет еще побыть здесь. Ну, я думаю, у нас будут такие кемпинги еще, и мы постоим на море. Здесь у нас подключен кабель электричества 220, что является редкостью. Мы выставили маркизу. Но, в принципе, тени хватает от деревьев, от пальм. А это мы собрались отмечать день рождения Андрея. В этом году в солнечной Колумбии, в то время как в прошлом празднование проходило в живописной Норвегии. Друзья, мы приехали в необычное место. За нами находится вот такая куча. Что вы думали, это такое? А это грязевой вулкан, в котором можно плавать в грязи. Мы это сейчас сделаем, поднимемся. С той стороны находится лестница. Вот, и окунемся. Все запишем, сейчас покажем вам. Называется этот вулкан Татумо. Находится он недалеко от побережья моря Карибского в Колумбии. Очень популярное место. Много туристов. Мы здесь остались на ночь специально, чтобы утром быть первыми. И никто не мешал нам. Поэтому сейчас пойдем поплаваем. Все покажем вам. Вперед! Мы поднялись на вершину вулкана. Вот такая панорама открывается. Красивая. И перед нами горловина, то бишь кратер грязевого вулкана.
Сейчас Оля будет все опускаться, а мы посмотрим. Ну все, потихоньку. А? Засасывает. Оль, держись. Ну все, поплыли. Оля уже плавает. Ну как тебе состояние? Прикольно. А там теплое, кстати. Да. Вот так сейчас и поедем потом в автобус-то. Мыться-то нечем. Теперь моя очередь залазить. Здесь можно плавать медленно, на не достаешь. Висишь как в невесомости. То есть я не стою, я вишу. Да, оно выталкивает, поэтому безопасно. Главное не перевернуться вниз головой. И внутри теплое, такое прямо приятное тепло. Можно плавать на спине полностью. Ощущение очень прикольное. Какая красивая скульптура. Прямо изваяние из глины. Очень прикольное ощущение. Она теплая. Такая прямо скользкая. Дополнительным бонусом оказалось то, что нас обмыли в озере местные женщины. Мы не подозревали, что получим спа-процедуры в комплексе. Среди всей зелени грязевой вулкан выглядит особенно необычно, словно нарыв, вопреки красоте природы. Согласно местным преданиям, Татума извергался расплавленной лавой, пока хитрый местный жрец, сочтя всплески огня проделками дьявола, не влил в огненное жерло святой воды и не превратил его в грязевой вулкан. Доброе утро, друзья! Сегодня мы вот так проснулись вечером в темноте, заехали сюда, остановились возле домика. И хозяева говорят: оставайтесь здесь, ночуйте сколько хотите. Мы, конечно же, воспользовались их гостеприимством, искупались в море, уснули так сладко. И вот сейчас проснулись, и Оля сделала завтрак небольшой. Вот так вот все это выглядит красиво. Привет, друзья! После Картагены мы отправились по побережью в самую западную часть, северо-западную часть Колумбии и остановились на Большом заливе, уже практически на границе с Панамой. А здесь мы простояли в этом уютном месте целую неделю. Так долго мы еще нигде не находились. Но здесь нам просто очень понравилось. На берегу моря, пальмы, красота. Очень приятные владельцы. И незаметно пролетела неделя. Сегодняшний день у нас заключительный. Мы будем уезжать. И как раз вот погода испортилась, пошел дождик. Здесь, значит, есть ресторан, души, туалеты, соответственно. Здесь гриль и побережье. Несмотря на такой пляж, дно песочное, ровное и такое длинное, медленно погружающееся
на глубину. А еще здесь живет много голубых крабов. Вот один из них. Вот если видите его, они такие довольно крупненькие, но пугливые. И вообще это место заповедник, охраняется государством. Здесь также есть стиральная машина, мы стирались. Это задний двор, джунгли. Это растет папайя у нас, кто не в курсе. Вот так они растут, прямо на стволе. Листья, кстати, полезны, их можно отваривать и пить. Отвар, он такой горький, но очень помогает при расстройствах желудка и все такое, очень полезное. На берегу растет вот такое вот огромное дерево с такими корнями. Ресторанчик, можно пользоваться кухней. Здесь висит небольшая карта Колумбии. Это уже граница с Панамой. И вот этот залив. Мы находимся вот в этом месте сейчас. В этом месте. И нам возвращаться надо будет обратно к Картагену, здесь повыше. И оттуда на пароме уже в Панаму. А сегодня весь день был дождик. И приехал еще двое посетителей. Один вот такой раскладной из Швейцарии. А второй, сейчас пойдем посмотрим, где-то упал в кювет. И его надо как-то вытаскивать. Сейчас глянем, что там у них случилось. Вот, наверное, как и мы. Пытался с кем-то разминуться и съехал в кювет. Но он еще не съехал, так что еще думаю, что вытащит его. Сам выйдет, наверное. Пригнали трактор. Сейчас попробую вытащить его. Он, похоже, до конца еще не скатился в яму. Поэтому очень опасно, что может вообще лечь. Короче, вот трактор. Сейчас они его прицепят. Ой-ой-ой. А вот и за нами тук-тук приехал. Едем в город за продуктами. Картахена – это удивительный город, где современные небоскребы гармонично соседствуют с изящными колониальными испанскими зданиями. Здесь история встречается с современностью, создавая неповторимую атмосферу, наполненную яркими красками и живым духом различных эпох. Картахена – портовый город на Карибском побережье. Пятый по величине город Колумбии, считается одним из популярных направлений туризма. Картахена сыграла важную роль в истории Колумбии, отражая вторжение и сражаясь с пиратами, привлеченными невероятными богатствами города. Благодаря своим массивным и хорошо сохранившимся испанским стенам и укреплениям Картахена является единственным городом-крепостью в Южной Америке. Этот прекрасный исторический город, основанный в 1553 году как торговый порт между Испанией и американскими колониями, может похвастаться впечатляющей колониальной архитектурой, богатой историей, яркой культурой и прекрасными пейзажами. Исторический центр города Картахена занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому просто прогулки по маленьким разноцветным улочкам – это уже интереснейшее занятие. Удивительное контрастное зрелище в сравнении с красотой старого города является рыбный рынок Картахены, где люди вперемешку с пеликанами и цаплями создают настоящий хаос. Друзья, мы готовим сегодня наш автобус к отправке из Колумбии в Панаму. Для этого мы приехали в такую небольшую мастерскую. Дело в том, что сначала я хотел отправить автобус в контейнере. Для этого нужно было бы убрать сверху люки, потому что высота там буквально миллиметр остается. Если убрать люки и спустить колеса, то автобус прямо помещается туда впритык. Так вот, чтобы убрать люки, мы вчера сюда приехали, но люки убрать можно, а вот крепление для маркизы уже убрать сложнее.
Дело в том, что они проходят крепление на болтах вовнутрь, и чтобы их открутить, нужно убирать обшивку. Это невозможно. Ну и мы приняли решение отправить автобус в так называемом РОРО в открытом виде, без контейнера, где-то на $1200–1300 дороже и не так безопасно, как в контейнере, конечно же. И чтобы обезопасить хоть немного автобус, его внутреннюю часть, мы приехали сюда теперь делать внутреннюю перегородку, которая будет стоять после водительского сидения. И две двери, сдвижная и задняя, будут изнутри заблокированы. Ключи будут храниться у персоналов на корабле, и сюда может зайти кто угодно, имеется в виду в передние двери, так как задние будут заблокированы. И чтобы предотвратить проход с передней части в заднюю, мы ставим здесь сплошную перегородку. Кроме всего, мы сделали сегодня замену масла, хотя сроки еще не подошли. Пробег примерно 6500 с предыдущей замены. Но брать на корабль запрещено воспламеняющие вещества, и поэтому я решил сделать замену. Вот. Поменяли все фильтры, масло. Так что мы готовы для Панамы. Вперед! Завтра в 8 утра нам нужно будет приехать в порт, где будет производиться осмотр на наркотические вещества. Для этого нужно будет вытащить все вещи наружу. Придет, наверное, собака с кем-нибудь, обнюхает, и останется автобус стоять в порту. Вот такие здесь дожди. Нас тут подтопило немного. Пока наш автобус ждет таможенного контроля в порту перед отправлением в Панаму, мы успели снять квартиру и заехать в комфортные апартаменты в большом комплексе на 17 этаже. Здесь есть все необходимое: кухня, 2 спальни, стиральная машина и огромная лоджия с прекрасным видом на старый город и море. А на крыше комплекса нас ждет бассейн и сауна для полного расслабления. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас вот такой завтрак Оля приготовила с таким шикарным видом на море, грозовое море с тучами. Мы приехали в большую крепость в Картагене. Крепость называется Сан-Филиппе-де-Барахас. Мы сейчас по ней пойдем и расскажем вам, что мы увидим. Вперед! Крепость Сан-Филиппе-де-Барахас возвышается на склоне холма. Это самое величественное и неприступное из всех сооружений, возведенных в испанских колониях. Поселения испанцев на территории Южной Америки регулярно подвергались нападениям пиратов. После очередного нападения жители города решили соорудить крепость и крепостной вал, используя строительный раствор, приготовленный на основе бычьей крови, либо, как гласит легенда, на основе крови рабов. Возведение крепости длилось 20 лет. В 1741 году она приняла на себя первый огонь. После двухмесячной осады противник, сдав позиции, ушел от ворот крепости. Напротив крепости расположен музей шоколада, где можно не только понаблюдать за процессом его приготовления, но и приобрести шоколадные изделия, насладиться напитками, а также попробовать необычное шоколадное пиво. А на обед мы решили попробовать колумбийско-японскую кухню. Мы переехали из нашей большой квартиры вот в такой уютный отельчик с собаками, кошками и попугаями, Вперед! Прямо напротив нашей комнаты живет попугай, с которым мы каждое утро разговариваем. Привет, курочка, ку-ку. Он очень разговорчивый, особенно когда дождь идет. Он вылазит из своего укрытия и стоит под дождем и разговаривает, поет песни. А в жару он не очень. В жару у нас Оля. Педро, Педро, Педро.
Отельчик такой уютный, домашний, с кухней и большим бассейном. Вот так. А завтра мы уже улетаем. Пробыли здесь 4 или 5 дней даже. Итак, нас нарядили для въезда в порт. Дали вот такую жилеточку, каску и башмаки. Вот такие ботинки. Нас приехали забирать на заправку. Тут еще один бразильянец и я. Нас всего двое сегодня. Мы заехали в порт. Ждем очередного разрешения проехать дальше. Уже видны кораблики, машины. Здесь нас куда-то загоняют. Наверное, будут взвешивать. Надо выгрузить все вещи из машины. Я вот сюда их составил. И сейчас придет собака. Мои попутчики тоже все вытаскивают из своих машин. Вот, готовимся к контролю. Ну вот, я вот все выгрузил. В принципе, вроде бы не должно быть вопросов. Вот такая у нас тут перегородка. На время плавания, перехода из Южной Америки в Северную. Все, вот собака обнюхивает. Вот такие здесь машины вместе с нами стоят. Все проверили, теперь заклеиваем вот такие наклеечки, делаем на всякий случай, чтобы было видно, если вдруг кто-то... Вот смотрите, как я сделал замок. Вот такой замок, то есть дырочку просверливаешь, и все, и дверь уже невозможно открыть. Я его попросил, чтобы он мне на окно тоже приклеил бумажечку. Смотрите, какая прикольная машина у француза. Такая форма интересная. Там, конечно, места практически нет. Только кроватка и вот такой уголок. Ни душа, ни туалета. Все очень компактно. В принципе, проверка была несложная. Где-то час длилась, может, полтора. Потому что машина у нас тут с десяток. Вот такой красавец с нами едет. Обратно в Америку. Класс. А это карта в офисе транспортной компании, на которой оставляют свои пины путешественники. И я свой оставил. А пин из России — это, наверное, Филипп с семьей, которые с реактивной скоростью нас обогнали и уже находятся в США. Выпуск с ними есть у нас на канале. Друзья, вот и закончилось наше путешествие по Южной Америке. Сейчас мы находимся в аэропорту и вылетаем в Панаму. Наш автобус уже в пути и завтра прибудет в Панаму, который мы получим через пару дней, заберем и начнем путешествовать по Северной Америке. Южная Америка, до свидания. Здесь нам очень понравилось. К сожалению, не удалось посетить Чили. Думаем увидеть эту страну в следующий раз. Что можно сказать по Южной Америке? Мы не можем даже выделить какую-то определенную страну, которая нам больше всего понравилась. Можно примерно сказать, это там либо Аргентина, Колумбия, возможно, там Перу чем-то. Все страны очень разные и очень интересные, поэтому нет таких стран, которые бы мы сказали бы, что это плохая, а какая-то лучше там чем-то. Нет такого, нам все понравились. Наше путешествие по Южной Америке длилось 9,5 месяцев. За эти 9,5 месяцев мы проехали 35 тысяч километров. Потратили почти 20 тысяч евро, включая транспорт автобуса из Европы в Южную Америку. А в этой же сумме
примерно 300 евро в месяц мы тратили на ремонт и обслуживание автобуса. А остальное уходило на бензин, еду, развлечения. Впереди нас ждет не менее интересное путешествие по Северной Америке. Поэтому подписываемся, ставим лайки, смотрим. Вперед, друзья! А вот и наш самолет. Со следующего выпуска мы начинаем третью часть нашего путешествия. И это Северная Америка. Подписываемся на наш канал и ставим лайки. Вперед!